Icy Genius. Ну что, друзья, всех приветствую, с вами Icy Genius, и это мой первый рейтинг и подведение итогов по лучшим наушникам за 2024 год. Из того, что я протестировал, и то, что я могу смело порекомендовать вам. И на самом деле я планировал выпустить это видео перед Новым годом, но мои планы немного поменялись. Но сейчас давайте наконец-то обсудим, какие же все-таки наушники я могу смело выделить и чем же они мне понравились. И, конечно, кратко пройдемся по их звучанию. И сразу скажу, что я не делю этот рейтинг на первое и, например, пятое место, так как я просто для вас отобрал только лучшие на мой вкус наушники в определенной ценовой категории, чтобы вам было намного проще определиться с их выбором. И начнем мы с самого интересного ценового сегмента от 40 тысяч рублей и до 50 тысяч рублей. Ну и сюда сразу смело попадают гибридные наушники T-Audio Hype 4. За звук в этих наушниках отвечает 2 динамических драйвера и 4 арматурных излучателя. И это именно те наушники, в которые я буквально влюбился сразу, с самого первого прослушивания. Настолько в них все хорошо, что вопросов к их качеству звучания вообще никаких не возникает. Здесь вам и действительно мощный и увесистый текстурный бас, очень прозрачная и теплая и совершенно неутомительная серединка и крайне техничные и детальные высокие частоты. И в совокупности широкой звуковой сценой, как по мне, это лучший выбор для любителей увлекательного и очень сбалансированного и аналитичного звучания. A-Syngot EM10 это прекрасно настроенные трибридные наушники с использованием одного динамического драйвера, 8 арматурных излучателей и одного пьезодрайвера. Но тут мы уже имеем четко выполненный тюнинг, соответствующий Harman Target. Здесь вам и такой же прозрачный и текстурный бас, но уже более легкая и воздушная серединка и крайне детальные раскрепощенные высокие частоты для истинных аудиофилов и любителей тщательно проанализировать музыкальные композиции. И конечно, ребята, эти наушники звучат куда более энергично, чем T-Audio Hype 4, так еще и более эмоционально в своей подаче. Я уверен, что любители именно такого подхода к настройке наушников точно останутся довольны. 7 Гц Aurora это супер крутые трибридные наушники с эффектным внешним видом и использованием одного динамического драйвера, 2 арматурных излучателей и одного планарного драйвера. И они сразу при первом прослушивании дают тот самый долгожданный вау-эффект, за которым как раз и гонятся все аудиофилы. И тут вам и мощный бас, и очень энергичная и драйвовая серединка, и крайне детальные и подробные высокие частоты. И это отличный выбор, если вам надоели скучные и какие-либо ровные и теплые по подаче наушники, так как они действительно вносят необходимую энергию и драйв при прослушивании абсолютно разной музыки. Tanzune же это отличные гибридные наушники с использованием 6 арматурных излучателей и одного электростата. И звучат они из всех перечисленных наушников куда более сдержанно и очень тепло в своей подаче, с притемненными высокими частотами. И если вы не относитесь к любителям более ярких и басхедных наушников, то уверен, эти гибридные наушники вас очень порадуют, так как по сей день они очень даже актуальны. А теперь обсудим лучшие наушники в ценовой категории от 30 тысяч и до 40 тысяч рублей. И начнем с Zigat Estrella. Это просто удивительные гибридные наушники с использованием 2 динамических драйверов и 4 арматурных излучателей. И это своего рода, как по мне, более бюджетная версия T-Audio Hype 4. Но звучат они заметно так энергичнее в области верхней середины и более дерзко на высоких частотах. И еще имеет больше акцента на саббас. В общем, это реально мощные ушки для любителей драйвового и очень энергичного, даже немного светлого звучания, которые еще и просто прекрасно подойдут басхедам. Sensman Gear Tia Pro это без всяких сомнений еще одни прекрасно настроенные гибридные наушники с использованием 2 динамических драйверов и 6 арматурных излучателей. И они сразу выделяются на фоне других наушников своим уникальным внешним видом, хорошей комплектацией и очень теплым звучанием без какой-либо яркости или агрессии в звучании. У них есть действительно мощный и ударный бас, очень гладкая и комфортная серединка и при этом совершенно не яркие, но достаточно детальные и подробные высокие частоты. И как по мне, это прямо очень хороший выбор.
А BGV PDMA это уже наушники для тех, кто хочет получить более энергичную, дерзкую и очень драйвовую и захватывающую подачу звучания. Это гибридные наушники, где используется один динамический драйвер, два арматурных и два костных излучателя, которые реально работают и делают подачу средних частот и низких частот более тактильной и поистине атмосферной. Это очень необычные наушники, которые сразу мне запомнились как крайне техничные и детальные. Немного светлые, но в какой-то степени они просто по-своему уникальны. Azigat Sync-Address это гибридные наушники с использованием уже двух динамических драйверов и трех арматурных излучателей. И это еще одна модель этой компании, которая мне сразу понравилась за счет своего грамотного тюнинга. Они звучат более прозрачно и детально, чем Red, но имеют меньше низких частот и более легкую подачу в области нижней середины. Звучание у этих наушников чуть более энергичное, но подача, конечно, более сдержанная и аккуратная в сравнении с Estrella. Что-то ближе к Red, но все равно характер у этих наушников совершенно другой, и звучат они более прозрачно и воздушно, хоть и менее басовито, но это безусловно тоже отличные наушники. И вот мы плавно подошли к ценовой категории от 20 тысяч и до 30 тысяч рублей, и здесь, ребята, была прямо очень жаркая битва среди многих наушников. Kiwi-Ears Orchestra Lite это 8-драйверные арматурные наушники с истинно мониторной подачей звучания, и это буквально идеальный выбор для тех, кто занимается не только прослушиванием музыки, но и сведением, так как здесь мы имеем очень точную тембральную достоверность и совершенно не яркое и излишне не басовитое звучание с реально комфортным и грамотно выверенным тональным балансом и достаточно подробной и аналитичной подачей как раз для выслушивания нюансов и проблем сведения в миксах. Harmonic Dyne Zeus Aries это просто прекрасные, динамические, полноразмерные наушники, которые я был обязан включить в этот рейтинг. Ну реально, друзья, поверьте мне, этим наушникам есть чем похвастаться. Во-первых, они очень удобные в использовании за счет вот этих супер мягких и удобных амбушюр, а во-вторых, настройка для полноразмеров тут крайне необычная, так как это буквально басхедный монстр, и басом при их прослушивании реально накрывает так, как будто ударная волна, которая буквально сводит вас с ума. Бас такой пробивной и мощный для наушников с такой полуоткрытой конструкцией, что реально поражает, и вам даже не нужен никакой эквалайзер для них. Просто забудьте про это. Притом и серединка у этих наушников отличная, она очень воздушная, достаточно энергичная, пускай с небольшой легкостью в своей подаче для компенсации баса, но вокал-то звучит насыщенно и прозрачно и читается в миксе очень хорошо. Да и высокие частоты получились хоть и немного светленькими, но зато они прям в этих наушниках супер техничные и остренькие на атаку, и просто с прекрасной воздушностью в этом диапазоне. В общем, от себя я смело рекомендую эти наушники для тех, кому нравится вот такая вот интересная, увлекательная подача. Это реально годные наушники, и по сути ничего близкого к ним и похожего по звучанию вы точно не найдете, даже в более высоком ценовом бюджете. Sivga Answer это еще одни отличные полноразмерные наушники с использованием динамического драйвера, но уже с открытой конструкцией, и звучат эти наушники совсем иначе, чем Aries, так как Answer обладает заметно так более теплой и нейтральной подачей звучания, я бы сказал даже супер комфортной и неутомительной, с небольшим, но заметным и ощутимым бустом низких частот и крайне приятной и увесистой подачей средних частот с хорошим сохранением энергии, а высокие частоты у этих наушников получились очень аккуратные и совершенно не резкие и не яркие, да и отмечу, что вживую наушники выглядят очень круто, и со сборкой у них все отлично, так еще и звучат они очень приятно, буквально согревающе. А вот Zigata Red это еще одни классные гибридные наушники, за звук в которых отвечает один динамический драйвер и 4 арматурных излучателя. И это уже заметно так более расслабленные по своей подаче наушники с более теплым и нейтральным звучанием в сравнении с Estrella. Они звучат действительно спокойнее, не так агрессивно и более деликатно, но при этом с таким же мощным басом и более нейтральной и совершенно неутомительной серединкой и более гладкими и детальными высокими частотами. И это уже реально классная и актуальная модель, но уже с более комфортной подачей звучания для всех.
Bequeezy Wind — это классные гибридные наушники с использованием одного динамического драйвера и драйвера костной проводимости. И мало того, что ребята они выглядят просто шикарно, так еще и звучат ну просто огонь. Это очень эмоциональная, энергичная и буквально живая подача, совсем небольшим бустом низких частот и крайне детальными и техничными высокими частотами. И в совокупности с очень телесной и аккуратной серединкой это прям то, что надо. Meyer Audio D62 стали буквально открытием этого года. Это реально шикарные гибридные наушники с использованием двух динамических драйверов и 6 арматурных излучателей. Звучат они очень технично, супер детально, находятся немного на светлой и энергичной стороне, но то, как они подают все композиции, это, ребята, заслуживает отдельного внимания. Это прям очень удачные гибридные наушники, которые я смело рекомендую для любителей очень эмоциональной и увлекательной подачи. Kiwi K4 еще одни классные гибридные наушники с использованием двух динамических драйверов и двух арматурных излучателей. И как бы казалось, конфигурация у этих наушников не сказать, чтобы супер удивительна, но, ребята, у этих наушников есть реально крутой мета-тюнинг, и они отлично подойдут уже для любителей более подсушенного, в некоторой степени мониторного и абсолютно аккуратного, неяркого и неэнергичного звучания, и слушать их можно хоть весь день напролет, так как эта модель не уходит в какую-то резкую и светлую подачу, а наоборот, тут мы имеем очень комфортный и неутомительный звук, как раз подходящий для более длительных сессий прослушивания. EPZ620 — это еще одни очень интересные шестидрайверные арматурные наушники, обладающие практически идеально линейной АЧХ с небольшим бустом низких частот и усилением в области верхней середины, и при этом они имеют немного приглаженные дальние высокие частоты, поэтому звучание у этих наушников получилось очень аккуратным и нейтральным, совершенно неутомительным и при этом с отличной показательной техничностью и аналитикой. Как по мне, тут получилась такая отличная смесь музыкальности и техники, и они подойдут не только для меломанов, но и для тех, кому нужен реально хороший мониторинг. Ну а теперь давайте обсудим лучшие наушники в ценовой категории от 15 тысяч и до 20 тысяч рублей. Simgod SuperMix 4 — это квадбридные наушники для любителей Harman настройки, и за звук в этих наушниках отвечает просто безумная связка разных излучателей, начиная от динамического драйвера, включая арматурный излучатель, дополненный планарным драйвером, и еще сверху нам все это дело присыпали пьезодрайвером, что просто настоящее безумие. Причем эти наушники-то по звучанию точно не скромные, обладают мощным текстурным и прозрачным басом, очень легкой, но энергичной, дерзкой серединкой и крайне детальными и воздушными высокими частотами. И как по мне, это одна из лучших реализаций Harman тюнинга. Meyer Audio Sliva SL41 MK2 — это прекрасно настроенные гибридные наушники с использованием одного динамического драйвера и 4 арматурных излучателей. Они обладают очень техничным и детальным звучанием с небольшой мониторностью и сдержанностью в своей подаче. Звучат они более прохладно в области средних и высоких частот, чем D41, поэтому, как по мне, они отлично подойдут не только аудиофилам, но и тем, кто работает и сводит и имеет необходимость в реально хорошем мониторинге, так как тут вам и точная тембральная достоверность и грамотно выверенная настройка. Ну и вот они, Meyer Audio D41, еще одни нашумевшие гибридные наушники этого бренда с использованием одного динамического драйвера и 4 арматурных излучателей. И звучат они, в отличие от SL41 и уж тем более D62, намного теплее, более нейтрально, с большим количеством мощного баса и при этом супер комфортной и неутомительной подачей. И за свою цену качество звучания, которое они предлагают, как по мне, просто супер по сей день. Queen of Audio Adonis New — это просто безумно крутые басхедные наушники с потрясающим внешним видом и использованием одного динамического драйвера и 2 арматурных излучателей. И звучат эти наушники действительно круто и прямо эффектно, и точно уже зайдут любителям безумно мощного и точного баса и супер нейтральной и теплой подачи средних и высоких частот. Забудьте про какую-либо резкость и яркость звучания этих наушников и просто насладитесь
насладитесь только теплой и комфортной подачей с мощным басом. А сейчас обсудим лучшие наушники в ценовой категории от 8000 и до 15000 рублей. BGVP DX7 это прекрасные динамические наушники форм-фактора, вкладыши с очень теплой и неутомительной подачей звучания. И в силу их форм-фактора, да, они получились не басхедными, но обладают достаточно увесистым и точным текстурным басом. При этом и серединка тут располагает к себе как очень комфортная и плавная. Да и высокие частоты тут не стали уводить в какую-либо излишнюю яркость и светлость, но при этом и прослушивание деталей и аналитичность здесь находится на очень даже хорошем уровне. Да, это единственные вкладыши, которые я протестировал в 2024 году, но я подумал, почему бы все-таки их не добавить в этот рейтинг, так как модель получилась очень даже удачная, и любители наушников такого типа точно будут довольны. Juno Kima 2 это очень плавно настроенные, обновленные динамические наушники с использованием одного динамического драйвера и очень теплой и нейтральной подачей звучания. Как по мне, они звучат куда более правильно и сбалансированно, чем оригинальные Kima и Kima Classic, поэтому мне сразу очень понравились эти наушники. Нету в них вот той неприятной резкости или агрессии в звучании, а есть только лишь плавная и неутомительная подача, которой можно наслаждаться длительное время. Да и комплектация, ребята, у этих наушников, как всегда, шикарная. Тут есть буквально все необходимое, от модульного кабеля до фирменных амбушюр Juno и даже подставки с Wi-Fi. Arti T10 Pro это шикарные планарные наушники, которые мне сразу понравились за счет своего гипертехничного и аналитичного звучания. Причем они еще и обладают очень мощным и выделенным басом, с отличной текстурностью и прозрачностью в своей подаче, без какой-либо размазанности в ударе. И это реально классные планары с очень грамотным тюнингом, и те, кому вот надоели разные гибридные наушники и нужны именно планарные наушники, то это будет прямо отличный вариант. Simgot EA500LM это без всяких сомнений отличные хитовые обновленные динамические наушники, пришедшие на смену оригинальным EA500, которые обладают очень техничным и детальным звучанием, но получили еще больше низких частот, более точную и сбалансированную область верхней середины и при этом по-прежнему детальные и даже более правильно настроенные высокие частоты. И как по мне, эти наушники по сей день очень даже актуальные. Ну и вот мы подошли к самой бюджетной категории наушников от 3000 и до 8000 рублей. Simgot EW300 это удивительно сбалансированные наушники без какой-либо агрессии или резкости в звучании. За звук в них отвечает один динамический драйвер, один планарный излучатель и дополняет все это дело один пьезодрайвер. И это буквально один из лучших выборов в этом ценовом сегменте для тех, кто любит нейтральную и аккуратную подачу без какой-либо вычурности и лишних акцентов. И Simgot постарались тут буквально на славу. Я думаю, именно поэтому эта модель стала очень популярна в России. Keyfine Delci это просто прекрасные динамические наушники, которые мне понравились сразу с первого прослушивания. И полюбились мне, во-первых, за счет своей грамотной настройки, во-вторых, за счет очень воздушной и прозрачной подачи, а в-третьих, за счет небольшой стоимости. И это реально очень хороший выбор для любителей чисто динамических наушников. Тут вам и достаточно выделенный бас, и хорошо раскрепощенная серединка, и крайне детальные высокие частоты с прослушиванием всех микронюансов. Kiwi Ear Single это очень хорошие динамические наушники с Harman тюнингом и приятным внешним видом. И как по мне, эта модель вообще недооценена. И я даже видел, что некоторые зарубежные обзорщики почему-то ругали ее. И честно говоря, я не понял, за что они хейтили обзорщика Кринакла. Так как звучали эти наушники ну реально классно, и придраться особо к чему-то и не было. За эту стоимость, ребята, тут есть и мощный бас, и драйвовая и увесистая серединка, и при этом достаточно сдержанные и детальные высокие частоты. Ну а что еще надо в таком ценовом бюджете, вот скажите мне. А вот 7 Гц Low это очень крутые двухдрайверные динамические наушники, выпущенные совместно в коллаборации с Bad Guy Audio. И первое, на что вы обращаете внимание при прослушивании этих наушников, это мощный, безумно раскатистый и текстурный бас, который бьет буквально как молот. И аккуратная и воздушная серединка точно здесь вас не оставит в покое. Как и крайне детальные, пускай немного светлые высокие частоты, но зато с очень явным прослушиванием всех микронюансов и послезвучий в музыке. И за эту стоимость, ребята, ну это просто красота. Басхеды и любители такой дерзкой, энергичной подачи точно останутся довольны.
7 Гц G1 это очень приятные динамические наушники с мощным басом, легкой воздушной серединкой и при этом с крайне техничными и аналитичными высокими частотами. И я считаю, ребята, что за эту стоимость это прям точное попадание в цель в этом бюджете. И кстати, это будет прям хороший выбор не только для аудиофилов, но и для геймеров, так как позиционирование звуков у них очень даже хорошее. Ну что, друзья, мой рейтинг по лучшим наушникам за 2024 год подошел к концу, и в этом году вышло действительно очень много крутых и абсолютно разнообразных наушников. Я могу сказать, что мне было даже довольно непросто определиться, но тем не менее я считаю, что в итоге-то я все сделал очень успешно, и надеюсь, что все-таки вам это видео очень понравилось и вы досмотрели его до конца, так как в этот рейтинг я включил абсолютно разные по настройке наушники. Были как и мощные басхедные наушники, так и дерзкие и энергичные, и конечно не обошлось без нейтральных и теплых. И даже я включил в этот рейтинг некоторые мониторные модели. И надеюсь, что все-таки в 2025 году выйдет еще как можно больше вот таких крутых и грамотно настроенных наушников, которые точно понравятся всем, включая меня. Спасибо вам всем за просмотр, с вами был IC Genius, всем удачи и до скорых встреч.